Что ж, привет, пупсикозавры. Я тут засмотрелся ютубчика и заметил, что в зарубежном комьюнити любителей мультфильмов началось обсуждение фури-киношки Mating Season, в переводе «брачный сезон». Стиль рисовки мне показался знакомым, и я все вспомнил. Тайком от вас я за кадром любил посматривать всякий трешачок. Гриффины, Американский папаша, новый сезон Рика и Морти и Большой рот. Если вы не знаете... Этот мультфильм о взрослении, только без цензуры, как у Диснея. Можете подобрать подходящие гигиенические продукты. Никто их так не называет, Бэймакс. Посмотрим. Вот эти называются... Так, а у этих есть... Да, как ими вообще пользоваться? Если Там слишком открыто говорят о половозрелости, выделениях, интиме, неожиданно с гормономонстрами. Это персонажи, что сопровождают нашего героя как миньоны. Они играют роль воспитателей, наставников, голосом желаний. Главный герой имеет не совсем обычный вид. Огромные глаза и большие головы, чем-то богатырят напоминают. Этот сериал стал настолько популярным, что было снято как минимум 8 сезонов. И Netflix не поскупился выделить деньги на сторонние проекты. Чем и является брачный сезон, о котором я хочу рассказать. К сожалению, я вынужден поставить плашку 18+, на этот ролик, так как речь пойдет о пошлых моментах, выделениях и прочем непотребстве, запрещенном на территории РФ. Если у вас уже сложились уши трубочкой, то... Бегите, глупцы. С вами Скар. Начнем просмотр. Мультик достаточно свежий и имеет всего один сезон. Встречает сериал нас с симпатичной заставкой, с милыми животными, что целуются, обнимаются и ебутся. Да, я предупреждал. Лесная взрослая нарисованная комедия с животными. Это организовать физически, но черт возьми! Поверьте, при просмотре вы не раз будете ловить себя на мысли, что смотрите фантазию за***. Начало, как полагается, с***ины и демонстрация прилюдного процесса. Ведь это же норма для таких мультфильмов. Джордж, так зовут одного из главных героев медведей, выходит из поздней спячки и обнаруживает, что его медведица ушла к другому, большому медведю. На протяжении всей серии Рэй, енот, будучи в сцепке со скунихой... скунсом... Да... Тяжело объяснить... Короче, когда животные очень любят друг друга и начинают обниматься, порой они не хотят друг друга отпускать из объятий. Только выглядит это не так, а вот так. Все, блин, через «Ж». Рэй подкидывает идею своему другу сделать что-то дикое и вернуть свою любовь. Он, в свою очередь, вызывает того на бой. И в последний момент, чуть не погибнув, остановите ролик и подумайте, что может сделать Джордж, послушав своего друга о использовании грязных приемчиков в бою. Ваш ответ готов? Он бросает песок в лицо и отгрызает ему а потом он погибает. Да, отчасти это забавно, но... Блин, какой кошмар! Само собой, медведица после таких выкрутасов отправляет его куда подальше. Теперь познакомимся с женским коллективом. У Фауны, красивой оленишки, погибает мама. Ее отец находит ей замену в виде более молодой особи. Дочурке это не по душе, но ее мнение переворачивается с ног на голову, когда к ней за барную стойку подходит олень. Что был с ее матерью в колледже? Да, он не молод и начинает красиво подкатывать. Прощение, что прерываю, я Чарльз Рули, знаю. просто хотел выразить соболезнования. Я обожал твою мать. Большой души была Лань. Спасибо. Тебе многое от нее передалось. Те же глаза, такие же умные и внимательные. С такими видишь хищников издалека. Если захочешь поделиться воспоминаниями или просто поесть травы, дай знать. Да, с радостью. Спасибо, Чарльз. Чао. Чао. О, так вот как выглядит подкат. Что? Но отец против таких выкрутасов, хотя, блин, ты вообще-то встречаешься с Проехали. По итогу происходит драка. Оба оппонента подвернули лодыжку, поломав себя настолько, что теперь за ними нужен сильный уход, на который не готова ни одна девушка. Только Фауна остается с отцом. Продолжаем дальше тусить с нашими ребятами и девчонками.
Рэй рассказывает Джорджу про виды сайтов знакомств для животных. Здесь норы, сусликов, поля и деревья для... Вы понимаете. По запаху его привлекла койот. За первое впечатление скромной и милой дамы. Позже на свидании она покажет всю себя со садистскими и доминирующими наклонностями. Нашего Мишку такой расклад совсем не привлекает, после чего устраивается побег. К подруге плакаться о своих неудачах в жизни. А почему нельзя говорить о бывших? Да, кто выдумал это правило? Скажи, они важные животные в нашей жизни. Такое нельзя забыть. Я физически ощущаю боль. Не только здесь. Девчонки путешествуют по бару для... Да что ж так сложно? Ладно, скажу как есть. Вот эта лисичка Ванилопа, подруга Фавны, она любит... Она тусит только с лисицами. Фух, как мог зацензурил. Буду стараться говорить, что ей ищут подружку. За чашечку чего-то покрепче складывается разговор с клубом собирателей, куда лисичка очень хотела вступить. Фавна по случайности забирает ее экранное время. Винилопа в слезах бежит и натыкается на разумные грибы, которые говорят о установке на дефицит. Это ложное ограничение. Ей кажется, что внимание одного человека небольшое, и она не может быть с двумя одновременно, а только с одним. На самом деле обнимашек хватит на всех, или, если нет, можно дружить с кем-нибудь еще. Да, тут помимо комедии и всего прочего есть моральные ценности. На самом деле здорово. Даже отчасти задуматься хочется. От неудач Джордж съезжает к своим родителям, но вот поворот. Они очень громко шумят, и он не может спать. А у Рэя проблема с активностью по ночам. Тогда у них созревает план украсть конфетки, что придают больше бодрости у отца Джорджа. Нет активности, нет шума, и все довольны. Но не стоило давать эти конфеты не знающему меры Рэю. И мальчикам. А если я так прокачаюсь от одной таблетки, то что будет, если сожру все вкусняшки? Да я, буду богом такса! И вы сами понимаете, что будет с живым организмом после большого употребления энергетиков. Кстати, у енота очень крутая примочка, хоть и жуткая, когда он ищет заначки. Том, я ж енот, шарится у меня в крови. Нам-н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 ам. Как же меня бесит это. Нам-н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 ам. Блести. Рэй, соберись. Благо, он живой. А я слышал, что люди порой наряжаются в нас. Мне не нравится. Да, называют себя фурри. Один из них самый богатый человек в мире. Я тоже слышал. Не только, но еще и в лесу этим занимаются. Да, теперь с нами точно никто дружить не будет. Фавна в каждой серии ищет себе идеальную пару. На этот раз прогулка с лосем. Но несмотря на то, что они вместе очень долго, он недостаточно активен. Тогда приходит идея отправиться на лосиные бои на рогах. У них так принято драться за принцесс. Да, это наша культура. Зик, милый, это Карлос. Он с тобой поборется. Большое спасибо. Фавне все нравится, но... И меня резко осенило. Да, Наконец мы будем вместе. я гей. Что-что? Фавна, я Так вот для чего нужны эти законы. Мне ее так жаль. В будущем будет столько неудач. Сериал ее совсем не жалеет. Время поговорить о прошлом девчонок. У Фавны был парень Волк Дилан. Она его очень любила, но, как говорят, не сошлось. Чистюля и грязнуля. Фу, Ютуб, это лимонад! Это лимонад! Ух, черт! Дилан очень дикий, любит метить территорию, а домашнить его не вышло. Благо у Винилопы красивая история, как у Ромео и Джульетты, а в ее случае Джульетты и Джульетты. Как-то она забрела на территорию гонщик псов. Убежав от стаи, за ней увязалась Саммер. Они вместе стали друзьями. Да, Лиз и пес, только наоборот. По итогу все становится явным. Их рассекречивают, Винилопа убегает, а вот ее подруга не может бросить родню и прыгнуть за ней в реку. Вот и сошлись наши две одинокие звездочки.
К Рэю приезжает его мама, и, как так помягче сказать, ветреная дама. Кто-то тут сказал проблемы? Приветик, мальчики. Вот это персик! Ты пустил слюни на свою мать? И перестаньте, не хватало мне инцеста для полноты картины. А стой, я что, влюбился в брата? Ох, бля, все хорошо, я справлюсь. У матери куча разных приемов по соблазнению, и их она передает девчонкам, тем самым раскрепощая на вечеринке. В конце серии она уезжает. Да, Рэй, твоя мама не подарок. Обчистила всю квартиру со своим бойфрендом для уплаты долгов. Я рад, что эта ситуация хоть и грустная, но сближает Рэя и Джорджа. Друзья навек отправляются на поиски хлама. Надо же чем-то берлогу заполнять. На база! Боже, почему хлам так подорожал? Ох, как я тебя понимаю. В этот раз Джордж встречается с лошадью в лесу. Это даже объяснено сюжетом. Она профессиональная спортсменка на скачках. Сбежала в лес от бесконечной рутины. И их химия прекрасна. Держал кулачки, что это будет канон. Но сериалу необходимо держать планку. Мы же не в Леди Баг. Нельзя же так легко сближать героев. Клоди, Да, милый. мне кажется, что, может, эта жизнь в лесу не для тебя. Что? Ты рождена для величия. Тебе не место рядом с обычным медведем вроде меня. Ты принадлежишь миру. Ну, ты мне очень нравишься. Ты мне тоже. Поэтому я должен тебя отпустить. Я знал, что так и будет. А у девчат в местном баре только для братьев и сестер разгорается баттл между сообществом по интересам, девочки против мальчика. Уи! Ничего интересного для сюжета. Прикольный соревновательный гэг. И это ласка. Но этот лось. Фух, почему тут никто не умеет по-настоящему дружить? My Little Pony вам в помощь. Продолжаем сюжет встречи на картинной выставке. Ух, не спрашивайте меня. Что это за картинная выставка? Мы фекалии, а мир — это холст. По-моему, это просто дерьмо. Фавна встречается с Рыси за спиной его семьи. Кошмар. А Венелопа единорог. Единорог — это одинокая женщина, которая присоединяется к паре. Алло, ты приедешь на день рождения мамы или нет? Что? Нет, ты не можешь привести всех. Это не я все усложняю. Ты можешь привести одного партнера, а не 7, ради бога. Что за дичь? Ох, блядь. Семейные сложности. У меня с дочерью не складывается общение. Она сейчас состоит в том, что молодежь называет полиаморфными отношениями. В мое время мы называли ***ством. Если честно, я не знал, что их так называют, и, если честно, не хотел бы знать. Рэй с Джорджем собрались на дружеские пати. Дружба народов, если вы поняли, о чем я. Но там Рэю не нравится, так как приходится подписывать соглашения и всякие документы. Помним это время. По итогу енот устраивает бунт, но после бунта все хотят вернуться опять к эмоциям и бумажкам. И друзьяшки смываются. Пора бы этому еноту уже найти настоящую любовь, а не шляться где попало. Оу. Ух ты. В этой серии он так счастлив. Залетела в его пушистое помойное сердце гусыня Эдди. Да так, что ради нее он спасает ребенка. Ой, блин. Мамочки. О, нет! Спокойно, пацан, прорвемся. Ну все, проехали. Ой, мистер Енот, вы мой герой! И проявляет заботу. Их любовь такая прекрасная. Но Рэй не был бы Рэем, если бы не испортил все своей ревностью и отношению к самому понятию любви. Нет, все кончено. Чего? Я не могу встречаться с тем, кто нападает на моих друзей. Так ведут себя только бешеные. Ну все, началось. Что? Я знал, что рано или поздно ты поймешь, что я тебе не пара. Рэй, И тогда ты меня бросишь, я же просто мусор. я тебе сочувствую. Почему? Потому что у меня 3 гепатита? Нет. Поэтому? Потому что ты уверен, что не заслуживаешь любви. Вот только не надо меня психоанализировать, ага? Тут одним диагнозом не отделаешься. Прощай, Рэй.
Параллельно Фауна сходится с мужиком-козлом. Это не оскорбление, он и правда козел. Чересчур помешанный на спорте и относящийся ко всему слишком серьезно. А эти... Я промолчу. Рэй — это олицетворение человека, что постоянно саморазрушается. Теперь он гасится пшикалкой для носа. На вечеринке Фауна встречает своего бывшего, который проводит здесь мальчишник. Да, он женился. Тоже на травоядной, но теперь на косуле. Но этот факт не мешает им сблизиться. О, блин, не хочу знать, что будет в следующей серии. Лисичка нашла подружку, художницу. Чувствую, что во второй серии с ними будет какой-то трэш. И они по классике расстанутся. Ой, то есть разорвут крепкую дружбу. Угу. Да блин, это уже происходит. И финальный панчлайн. Я знаю, каково это думать, что не заслуживаешь любви. Полегче, мы не глухие. Что ты особенная, только если парень считает тебя особенной. Но ты потрясающая. Ладно. И тебе не нужно от кого-то зависеть. Тем более от Дилана. Потому что... Мы с Диланом... Мы с Диланом спали на прошлой неделе. Что? Он меня 3 дня назад! Издеваешься? Простите, а вчера спал со мной. Меган! Боже, выбрал не ту бобриху. Честно говоря, я сосал ему перед церемонией, но только чтобы он расслабился. Это помогло. Это какой-то кошмар. Дилан, какого хера? Прости, дорогая. Думал, смогу стать ручным, но я дикий зверь. Спась! Тьфу, тьфу. Измены на измене, изменами погоняют. Тьфу. Ладно, я закончил. Это было пошло, очень реально смешных моментов в сериале маловато, достаточно уроков в жизни. И спасибо, песенок не так много, как в «Большом рте». Стоит ли это смотреть? Ну, и это неплохо. Мне нравятся персонажи. Я, как взрослый человек, в принципе, доволен. Но сериальчик все же уступает по качеству Рику и Морти. Хотя и там есть все присущее таким комедиям. А если вам понравился я и ролик, шлепните лайк сюда и подписку. Ваше творчество, спасибо. Буду рад монетке на донейшн. Встретимся в следующем видео. Всем сладких кругляшек и пока!